Доброе утро из небольшого города, который называется Виша Генерал Бельграна. В этом городе проживает много выходцев из Германии, которые когда-то сюда переехали. И также на этих выходных здесь будет проходить Октоберфест. Поэтому мы сюда приехали. Посмотрим, что здесь будет интересного. Сейчас мы ищем наше Airbnb. Похоже, вот этот уютный, симпатичный домик. Мы приехали на 2 часа раньше, чем можно заселяться. Ну, хотя бы рюкзаки оставим. Но вообще сказали, что можно пораньше прийти. Дождались, пока нам ответит хозяева. Так. Решили зайти внутрь, но тут у многих собаки большие во дворах. Овчарки немецкие, там мастифы и так далее. Надеюсь, нас сейчас никто здесь не съест. Это наша комната Airbnb. Здесь шкаф, кровать. Кстати, очень удобно, что розетки такого формата, что вообще все что угодно сюда подходит. Доска, кстати, здесь мило есть даже. Кровать. И своя душевая и ванная. Хотя мы сняли... О, какая просторная ванная. Мы сняли только комнату в доме. Такой вид. Такой стул интересный. Какой-то чета. Да, нет, это коровье. Точно коровье. Кожа. И чайная станция. Ложки, вилки. Даже печеньки положили. Кстати, я люблю такие печеньки местные. Они песочные, немного джема. Мне очень нравится. Чайник. И самое любимое. Много видов чая. Классно. Я, наверное, весь этот чай выпью, пока мы здесь будем жить. И вид за окошком. Мы пошли искать какую-то еду. Нужно пообедать, потом поработать, и потом мы сможем идти гулять на Октоберфест. Сейчас, кстати, в доме, в котором мы заселились, пока еще никто не живет, только вот владелец у дома со своим партнером и мы. Но завтра он сказал, кто-то еще приедет. Но здесь так хорошо дышится. Ну, конкретно здесь на трассе, да, дышится не очень хорошо, но воздух прям свежий. Да, я что-то прям с этих работающих моторов нет, не круто. Но, в принципе, то, что горы и много хвойных деревьев, то воздух здесь другой. Конкретно здесь нет, но там, где мы живем, там почище, конечно. Живописная дорога, так тихо. И дом такой деревянный, траттория. Мы идем обедать в этот ресторан. Кажется, они работают. Ну да, там люди есть, все открыто. Траттория, кафе. Нам принесли меню, и здесь есть что-то такое специфичное, прям немецкое. Наквюрсткон, чукрут, что-то такое. Но остальные блюда такие обычные достаточно. В основном паста. А заведение прям очень прикольное такое. Камень, дерево, очень красиво. Принесли мне мои равиоли, сверху грибной соус. Есть еще сыр к этому. Сейчас буду пробовать. Нормальный. Пройдемся немного по городу, посмотрим на него. Сейчас мы идем по главной улице этого города. Хочу показать здесь тротуар, из чего он сделан. Вот такая плитка, камень точнее. И вот так тянется. Ух. Вау. Мост через местную реку. О, люди отдыхают. Воды немного. Что-то немецкое в этом городе. Фамилия Швиенбахер. Чье-то заведение немецкое там. Выпечка, десерты различные. Но здесь должно быть прям очень много всего немецкого. И даже на немецком языке, возможно. Поищем побольше. Кстати, вот тоже дом такой интересный там, на той стороне. Прям традиционный, немецкий. Это местный ресторан.
И тоже такие фигурки в немецком стиле. Но меню, кстати, такое местное. Продают сувениры. Здесь продают костюмы для Октоберфеста. Это вот в ирландском стиле шляпки. Забавно. А, это тоже вот наряды. Ободки в цветах немецкого флага. Но я не думаю, что это прям обязательно какие-то костюмы. Посмотрим, что там происходит, насколько большой этот Октоберфест. Кружки к Октоберфесту разные. Пиво какое-то, местное что ли. Вообще у меня такое чувство, что реально где-то не в Аргентине. Очень такие здания прям. Там песни играют на немецком языке, но я не думаю, что в YouTube пропустят это по авторским правам. Но в целом атмосфера прямо праздничная. Атмосферный очень город, такие дома в традиционно немецком стиле, дороги тоже вымощены камнем, чисто, аккуратно, красиво, еще музыка играет на немецком языке, прям супер. Хотя мы находимся в Аргентине, но чувствую, что мы куда-то уехали в другую страну, в Германию, путешествовать. Дамы и господа, мы отправляемся на Октоберфест в Аргентине. Сейчас мы купили билетики и собираемся заходить внутрь и постараемся найти самое лучшее пиво в Аргентине. Gracias. Мы зашли внутрь этого парка, в котором проходит Октоберфест. Здесь концерт. Только что балерины маленькие выступали. Люди сидят, смотрят. Но мы здесь, естественно, не за этим. Различные палатки с разным пивом. Разливным, крафтовым. Например, продают разные виды пива. Из интересных что-то лимонное, маракуйя, черное пиво. Интересно. Сервеса Германия. Пиво Германия. Наверное, у них должно быть настоящее немецкое пиво. О, тут веселье началось что-то. Ничего себе, как девушка свистит. Погода испортилась, немного дождь капает, пыль, ветер. Прохладно. Вообще не до пива, короче. Но посмотрим, может что-то и попробуем. Мы решили пойти опытным путем. Пойти просто в тот ларек, в тот магазинчик, в котором больше всего людей. И здесь место называется Берлина, Патагониан Brewery. Вот так оно выглядит. Спросим у них что-то традиционное. Мы купили пиво какое-то, я уже забыла какое, бельгийское пшеничное пиво.
Интересное, неплохое пиво, немного похоже на квас. Такое не совсем алкогольное, но прям есть запах такой пшеницы. Пшеничное пиво. Классно, короче. Нормально. Но холодно и пить вообще не хочется. Буду считать, что я нашла здесь лучшее пиво для меня. Оно вкусное, хорошее, но больше я пробовать, наверное, не буду. Готовят сцену к концерту. Также дежурят пожарные и скорая на всякий случай. Когда дело касается пивных фестивалей, то всем, наверное, интересно, где туалет, сколько будет туалетов. Здесь с этим все нормально. Очень много туалетов, это только женская часть, мужская часть отдельно. Я думаю, для нас Октоберфест заканчивается, но надо сказать, что мы не любители прям пива, просто так посмотреть зашли. Такой небольшой фестиваль, интересный. Вход платный, кстати, стоил 7000 песо сегодня. Это меньше $10 на человека. А на выходных, завтра, в субботу, воскресенье будет еще дороже, там почти в 2 раза. Вот. Ну, короче, мы пошли. Мы вышли из парка, в котором проходит Октоберфест. И кажется, здесь больше людей на улице. Там какой-то парад проходит. Сейчас посмотрим. Кажется, здесь даже интереснее для нас, чем там внутри. Мы вышли из этого парка, потому что здесь как раз идет парад в разные национальности. Здесь в основном, конечно, немцы в своих традиционных костюмах идут, танцуют. Очень красиво смотрится. Очень интересно видеть такое большое разнообразие людей. Так смотришь, как будто бы, ну, все похожие люди. А вот когда они одевают свои наряды национальные, то прям видно, какие все разные. Очень интересно, красиво. Все такие нарядные, прям здорово. Хорошо, что мы туда сходили, посмотрели на этот праздник. Интересный. А мы пошли домой, хотя очень много людей сейчас только идет в сторону Октоберфеста. Кстати, будет до 11. А мы пошли домой. Местная речка. Дождик небольшой капает. Краски очень красивые. Такое пасмурное небо и солнце. По дороге встретился заброшенный дом. Написано, что он продается. Заходить туда нельзя. Там во дворе у них бассейн. Что-то похожее на конюшню еще.
Дома тут такие симпатичные, в основном белые, все красиво очень смотрятся, особенно в такую погоду, когда ярко солнце светит и пасмурное небо. Очень красиво все смотрится. На улице, кстати, людей почти нет. Все пошли на Октоберфест, я думаю, только мы идем обратно, похоже. Здесь тоже что-то заброшенное. Такие сердечки в ставнях интересные. Очень много разных кружек. Все по этому случаю. Октоберфест. И они, кстати, продаются на ленточке. Это нужно перетягивать как сумку через плечо, кроссбоди. И так и ходят с кружкой. Очень много разных сувениров. Ящик. Целый поезд из дерева высеченный, из цельного. Вручную кем-то сделано. Даже рекламы, сделанные из дерева, высечены. Такая бабушка немецкая. Тоже деревянная, наверное. А, нет, это не дерево. Рекламирует магазин. Полиция здесь тоже очень веселая такая вывеска. Тоже деревянная. Вернули на небольшую улочку. Здесь так интересно сделано. Кофейни разные, магазинчики. И такой фонтанчик. Упс. А здесь, похоже, можно сделать фото в качестве рыцаря. Интересно, я не свалюсь, если я сейчас сюда встану. О, указано. Ну, собственно, похоже, здесь больше особо ничего интересного и нет. Да, дальше уже пошел выход на улицу. Здесь также есть разные интересные скульптуры. Вот, например, такой мужичок с пивом и такса. Также здесь много бродячих собак, и все они рыжие почему-то. Но подавляющее большинство из них точно рыжие. Там дальше тоже какая-то инсталляция. Голуби здесь тоже другой расцветки. Красивые. Перья в крапинку. Что-то боится он попить, хочет, но боится подойти. Автостанция тоже в таком стиле выполнена. Мужичок с пивной бочкой. Терминал де Омнибус. Доброе утро. Это новый день в городе Виша Генерал Бельграно. Сегодня будем ходить по городу, просто смотреть еще то, что не посмотрели в первый день. Сегодня очень жарко. Наконец-то можно носить футболочку. Небольшой ветерок присутствует. Короче, очень приятная погода. Смотрим на сельскую жизнь. Многие дороги такие грунтовые, грунтовка. Когда кто-то проезжает, очень пыльно становится. Прям такое полное погружение в сельскую жизнь. Там лошадка пасется, собачки какие-то бегают. Классно. Сельская жизнь. Я иду и рассуждаю, как все похоже на нашей планете. Напоминает что-то эти пейзажи, которые здесь тоже присутствуют, но с другой стороны. Вот кактусы, например. То есть все похоже, но все равно есть свои отличия. Тут дома уже попроще, не такие пафосные, как на главной улице. И более такие традиционные, спокойные, в обычном местном стиле. Лошадки пасутся. Вот это худенькая такая. Травы мало. А на этой улице прям совсем скромненькие домики. Это мы, скорее всего, уже на отшибе города где-то идем. Моя окраина города. Здесь уже дома тоже приличные. То есть тут как-то от улицы зависит. На какой-то улице простые дома, на какой-то более традиционные для этой местности. Какое-то дерево очень красивое цветет. Пчелки там. Вообще очень красиво здесь уже вот конец города.
И там дальше вид на горы. Очень здорово. Посмотрим, что здесь есть. Какой-то резервуар, который сейчас пустой. Там дальше регби-клуб. А это кормушка, что ли, похоже. Сейчас пустая. Поля, просторы. Тишина такая. Также строятся новые дома. Виллы, скорее всего. Многие из них сдаются, и, кстати, не так дорого. Ну, это сейчас, наверное, из-за инфляции кажется, что недорого, потом подтянут цены. Это нормально, как обычно. Здесь какая-то пивоварня. Рипера называется. Такое интересное здание. Я все хотела понять на фестивале, какое, на Октоберфесте, какое пиво местное, какое нет. Так у меня не получилось. Из-за моего ограниченного знания испанского. Очень симпатичное здание. Теперь мы идем по другой улице, тоже возле дороги. И здесь улица малых бизнесов. Разные магазинчики. Все подряд вообще продается. Сейчас мы водичку здесь будем покупать. Тоже достаточно простые магазинчики. Что здесь у нас? Фрукты, овощи. Посмотрим сельский магазинчик. Фрукты, овощи. Вот вода. Еще разные специи. Оливковое масло. Здесь, кстати, я заметила, альфакоры готовят. Популярно очень. То есть прям такие ручной работы. Это такие печеньки сладкие с сгущенкой. Сюда лечь. Ходим в детский парк тематический. Хочу показать, чем тут дети развлекаются. Эти мишени. Видимо, здесь их учат стрелять из лука. На Октоберфест они собираются. Сегодня тоже есть фестиваль. Все в нарядах национальных, разных. Но говорят все на испанском. Гуляя по этому городу, не могу не заметить, что здесь очень чисто. Там сейчас убираются. Просто экстремально чисто, не докопаешься. Прям вот даже на обочинах. Даже там, где вы шли возле большого шоссе, там вода попадается, мусор. Но в целом прям такая чистота. То есть это либо воспитание, наверное, такое, что не бросать мусор, где попало. Ну и плюс, конечно, убираются здесь. Шли до еще одной. О, тут там все прям едут уже на Октоберфест. Ну да ладно, мы дошли до еще одной пивоварни. Называется Блюменау. Много посмотрим. Там есть отель. Кстати, он сказал здесь, что он там недорогой, но уже проверил. Там бассейн. Классно. И пиво продается еще свежее. Что-то мы как-то там как будто поселились. Можно было вместе покруче заселиться. Все, сравниваем местные пейзажи с центральноазиатскими. И вот Део Дамас. Очень традиционная машина для нашей местности, для моей родной местности. Идем по еще одной улице этого города. Здесь тоже грунтовка. Так полили все, пыль прибили. Потому что очень пыльно здесь. Это очень хорошо. Что-то они не все улицы поливают. Видимо, от жильцов, что ли, зависит. Вот. На улицах никого нет. Все где-то там, наверное, возле Октобера. В центре города. А мы так все смотрим, разглядываем. Что здесь еще интересного? Ну, вообще, в принципе, город очень классный, интересный. Много что есть посмотреть. Пожарная станция. Добровольническая написано. Вот такая старенькая машинка там одна есть. Но и новые тоже есть. Здесь у кого-то родился же ребенок. Лошадка на меня мама сразу смотрит. Красивые, красивые. Подошли к мосту. Такой мост основательный. И вот речушка уже, в принципе, пересохла почти. Хотя сейчас весна у нас.
Летом, наверное, вообще все пересохнет. Так вот, климат меняется, погода везде меняется, все меняется. Здесь тоже такие простенькие домики и очень незамысловатая детская площадка. Сейчас посмотрим качели поближе. Это просто цепи и деревянные такие качели, а там резина. Ну вот этот снаряд меня как-то больше удивляет. То есть это находится на детской площадке. Но как это использовать и что с этим делать? Просто бочка на цепях. Проходим мимо этого парка, где проходит Октоберфест. Пока здесь людей немного. Какие-то выступления проходят, там поют песни на немецком языке. Но, опять же, мне кажется, все-таки основная часть людей сюда по вечерам приходит. Вот. Пока все тихо и спокойно. Тут, конечно, есть нормальные асфальтовые дороги, но мы легких путей не ищем. Так, это не мост. Это не мост. Мне кажется, я сейчас точно тут навернусь. Да. Речка маленькая, но там очень много мальков, маленькой рыбки и головастики кишат. Как большой, а? Развлечения тоже такие деревенские. Очень много головастиков в речке, но почему-то я больших лягушек не вижу. И рыбок этих тоже мелких много-много вообще. Похоже, что эта речка разливается вот до этих берегов. Может быть, раньше разливалась. Пока кто-то развлекается на Октоберфесте, мы решили зайти в традиционный местный ресторан. Называется Аттилия, если я правильно читаю. Такой красивый здесь домик. Тоже что-то из дерева, вот какая-то скульптура высечена с пивом. Очень красивый. Но на улице сейчас жарко, поэтому мы пойдем внутрь сидеть. Сейчас покажу, как там внутри. Внутри тоже все из дерева сделано и из камня. Здесь внутри прям прохладненько, хорошо. Это не просто ресторан, это пивоварня также. Я взяла у них фирменное пиво, хочу попробовать его. Вот это вот прям такое крепенькое, с насыщенным вкусом пивным. Похоже на пиво. Короче, лучше, чем то, что я пила на Октоберфесте намного. Готовят тоже в этом городке такой хлеб. Я вижу, что он продается во всех магазинах, очень вкусный. И в этом ресторане очень вкусное вот это масло. Оно с травами и с чесноком. Прям вообще объедение. Еще со свежим пивком. Вообще огонь. Думала, что я заказала бургер. Но оказывается, я заказала просто котлеты отдельные. Причем я даже знаю, что это за котлеты. Они отдельно продаются, замороженные. И картошка к ней. Сейчас мы проходим мимо местной школы. Коллегию Алеман. Здесь даже школа на немецком языке есть. Немецкая школа. Опять же, очень аккуратная и красивая. Маленький здесь дом, тоже с немецким флагом. И мы здесь проходили вчера утром. Эта же собака здесь же лежала. Там люди какие-то, но прям такой непонятно из чего построенный домик. Как-то там люди живут. Это речка местная, очень популярное место отдыха среди местных жителей. Пришли
смотреть местную достопримечательность. Кажется, припоздали. Щеночки играют. Смотреть вот это здание там. Но что-то никого нету. Может, мы припозднились или просто непопулярное место. Ну ладно. О, вот отсюда лучше видно. Пришло время выбирать сувениры. Но пока я еще не знаю точно, что бы я хотела отсюда купить. Вообще хотелось бы что-то деревянное найти. Или рюмочку такую какую-нибудь. Я бы хотела подставку под кружку. Альпаку не хочется? Где альпака? Нет, тут что-то вообще не отсюда. Есть еще такая открывашка. Ой, она подвузная. Да, она как будто в Китае сделана. Это тоже А это черногорецкий Китай? Вот это интересное деревянное. Октоберфест 8500. Ну да, я тоже, конечно, не вижу прям особого использования. Просто так за компанию. Очень многие вот с такими ходят. А, она прям простая такая, алюминиевая. Очень простая. Но здесь зато написано, что это Октоберфест. Deutschland. Пишет генерал Бельграну. Я хотела купить что-то вроде подставки под напитки. Деревянную такую. Но не было такого. Были магнитики. И я думаю, ну не пользуюсь я магнитиками. Не люблю, когда они висят так, визуально засоряют. Холодильник там, например. И, в общем, в итоге я купила кружку. $7 мне это стоило, 6,5 примерно. Будет на память об Октоберфесте. У нас тут кот есть в Airbnb. Кошка. Такая деловая. Кс-кс-кс. Ну что ты, не бойся. А, не хочет.